Всем привет! И сегодня я хочу вам показать то, чего в интернете еще не было. Еще не было такого подробного опыта с кораблем, заходящим за горизонт. Очень много писали комментарии того, что почему, когда корабль тонет, то вначале идет вниз трюм, потом идет палуба, тонет, а потом мачта. Постепенно. То есть как будто корабль заходит за шарообразность Земли. Я провел опыт. Специально взял маленький кораблик, взял лупу увеличительную. Такие продаются на AliExpress. И специально провел опыт, и кораблик вдоль одной линии просто вел, так же, как если мы смотрим с берега на корабль. А корабль тем временем от нас отдаляется. И сейчас я вам покажу этот опыт, и вы все увидите сами. Вот сам опыт. Кораблик, лупа, камера и ноутбук. С ноутбука пишет камера на бодикам. Камера смотрит так же, как будто человек смотрит с берега прямо на корабль. Под столом ничего нету. Показываю, как все это происходит на опыте. Пишем одновременно на две камеры. Первая это телефон. Вторая камера это бандикам. Лупа, что такое лупа? Это капли воды, которые испаряются от моря или от большого участка воды. Когда маленькое расстояние получается лупа, когда большое расстояние получается туманность. И вот смотрите на ноутбук, кораблик движется, а наблюдателю кажется, что корабль тонет постепенно. Нижняя часть уходит, середина и верхняя часть. Возвращаем, и корабль возвращается в обратной пропорции. То же самое, что мы наблюдаем на море. Делаю боком, чтобы было видно не как плывет корабль, а красиво, чтобы было видно. То же самое. Тонет трюм, тонет палуба и мачта. Двигаем обратно, в обратной пропорции мачта, палуба и трюм всплывают, хотя корабль находится на одной плоскости. И совсем как корабли не плавают задом наперед, это чтобы еще раз продемонстрировать сам опыт и то, что он подтвердился. Вторая камера, которая пишет нам бандикам, это мы, наблюдатели с Земли. Здесь первая камера – это телефон, я показываю, что я веду по одной линии, ноутбук это доказывает второй раз то, что я ничего лишнего не монтировал. Я решил показать вам 3 раза. Второй раз – это то, что видела камера, то, что видел наблюдатель в чистом виде. То есть тонет трюм, тонет палуба, тонет мачта. Веду назад, мачта всплывает. Мачта всплыла, всплыла палуба, всплыл трюм. Весь корабль виден. Поворачиваю боком, провожу опыт. То же самое, веду по одной линии, тонет трюм, тонет палуба и постепенно тонет мачта. Веду обратно. Всплывает мачта, всплывает палуба, всплывает трюм. Поворачиваю так, как корабли никогда не плавают, задом наперед. Лупа – это сжатый вид капель воды, и поэтому на море будет то же самое, но на гораздо большем расстоянии. Лупа сжала расстояние, и поэтому этот эффект наблюдается на коротеньком расстоянии. Второй раз. Третий раз я совместил эти два видео, чтобы было уже совсем конкретно понятно, потому что ноутбук не совсем стоял правильно, и я хотел показать, как это будет. То же самое ведем, тонет низ корабля, середина и верхняя часть, так, как будто корабль уходит за окружной Земли. Веду задом наперед, всплывает верхняя часть, всплывает середина и всплывает нижняя часть. Что как будто корабль тонет,
Тонет его нижняя часть, потом середина, а потом верхняя часть. На одной плоскости я веду по столу кораблик. Я не завожу его за окружность. И, следовательно, я доказал то, что на одной плоскости такое движение и такое наблюдение возможно. Оно возможно в том случае, когда человек смотрит с берега. И смотря на горизонт, мы с берега слегка смотрим вверх из-за этого. Если смотреть сверху вниз, то такого эффекта не будет или он будет очень слабый. Поэтому если забраться куда-нибудь на гору или куда-нибудь очень высоко, то видно весь корабль. И это доказывает наблюдение. Чем выше забираемся, тем дальше видим. Такой простой кораблик и лупа показали нам то, что в одной плоскости возможно наблюдать медленное захождение корабля за горизонт, как мы это видим в море. И тут окружность Земли не нужна, окружности по факту-то и нету, ее не доказали. А в плоскости, да. Откуда взялась линза? Линза — это сумма капель воды. Когда капель мало, возникает линза, она доказывается радугой, на линзе тоже есть радуга. Один и тот же эффект. Если очень много капель, то туманность, я про нее рассказывал. Физически найти всех спрашивающих я не могу, потому что этот вопрос очень часто задают. Где-то я отвечаю, где-то я не вижу, не знаю. Вы можете брать мое видео как доказательство, потому что опыт проведен, он точный и воспроизводимый. Его может провести каждый. Ничего дорогостоящего здесь нету. Берите, делитесь и показывайте, потому что пускай все узнают о месте, где мы живем. Пока не убрали доступ во всемирную сеть, поделитесь этим видео в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, в Твиттере и Reddit, а также везде, где хотите, и расскажите о нем.